Всем привет! В предыдущем видео я готовила фаршированные окорочка, и у меня осталась начинка. И чтобы такому добру не пропадать, я решила приготовить самсу. Итак, для начала я замешиваю тесто. В глубокую миску наливаю 1 стакан воды, добавляю 1 чайную ложку соли. Перемешиваю до растворения соли. Просеиваю частями муку, замешиваю тесто. Всего муки нужно 3 стакана. Пока тесто жидкое, я замешиваю венчиком. Теперь тесто замешивать буду ложкой, а дальше руками. Готовое тесто кладу в пакет и отправляю в холодильник на полчаса. И пока тесто в холодильнике, я покажу, как готовилась начинка. На сковородке с растительным маслом сначала обжариваю лук в течение 5 минут, затем добавляю нарезанные шампиньоны. Жарю до готовности, и когда грибы остыли, добавляю их к мясному куриному фаршу. Туда же добавляю зелень, соль, специи, перемешиваю, и начинка готова. Тесто достаю из холодильника, делю его на 2 части и каждую часть раскатываю в тонкую лепешку. Когда лепешки тонко раскатаны, на одну из них я добавляю пару столовых ложек растопленного сливочного масла и распределяю масло по всей поверхности. На смазанную лепешку сверху кладу еще одну и делаю то же самое. Распределяю сливочное растопленное масло рукой по поверхности. Теперь лепешки сворачиваю в плотный рулет. Длинный рулет делю пополам, отправляю в морозилку на 15-20 минут, накрыв при этом пленкой. А после того, как тесто полежало в морозилке, достаю и делю его на небольшие равные кусочки. Беру один из кусочков, присыпаю стол немного мукой и начинаю раскатывать тонкую лепешку. Дальше все просто. В центр выкладываю мясную начинку и треугольником сворачиваю. Перед тем, как отправить в духовку, обязательно смазываю яичным желтком, а для красоты сверху посыпаю кунжутом. Отправляю в духовку на 45 минут запекаться при температуре 180 градусов. Вкусная, аппетитная и хрустящая самса готова. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующем видео.